Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Сегодня предлагаю связать вот такую салфетку интересным полосатым узором. Для ее создания нам понадобится полиэфирный шнур 3 мм. Для диаметра салфетки 28 см, приблизительно расход около 80 метров. Из инструментов нам понадобится крючок номер 4, иголка с большим ушком, маркер, ножницы и зажигалка. По схеме, которую мы будем вязать в этом видеоуроке, вы сможете связать салфетку любого нужного вам диаметра, будь то маленькие подставки под горячее или, например, большие такие салфетки. Да, в принципе, даже можно использовать для вязания и больших ковриков. Ну что, всем красивых салфеточек, предлагаю приступать. Вязание мы будем с вами начинать с волшебного кольца. Кладем ниточку на пальцы, кончик обвивает пальцы с другой стороны и перекрещивает с этой стороны. Получается, мы пальцами придерживаем рабочую ниточку, берем крючок, залезаем под первую ниточку, хватаем вторую, переворачиваем крючок, у нас получается вот такая петелька. Далее мы заново хватаем рабочую нить и протаскиваем через эту петельку на крючке. Это у нас получилось с вами первый столбик, который у нас держит все наше колечко. Далее необходимо нам будет связать в это волшебное кольцо 6 столбиков без накида. Вот так будем прятать сразу кончик и обвязывать. Итак, получается, ныряем с вами в волшебное кольцо крючком, хватаем рабочую нить, вытягиваем ниточку, хватаем заново рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Далее опять ныряем туда же, хватаем нить, вытягиваем, заново хватаем рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке. Это наш второй столбик. Далее точно так же третий столбик. Далее точно так же четвертый столбик. Также пятый столбик и последний шестой столбик провязываем. Вот что у нас с вами получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6 косичек вот таких лежащих. Теперь мы затягиваем кончик, подтягиваем, затягиваем все наше колечко. И теперь будем переходить с вами к вязанию следующего ряда. В следующем ряду нам необходимо провязать с вами 6 прибавок. То есть в каждый столбик, который мы с вами провязали, сделать по 2 столбика. Так как наше вязание будет происходить по спирали, то никакое соединение дополнительное мы делать сейчас с вами не будем. Мы переворачиваем наше полотно и смотрим, за что же мы будем вязать. Вот наше получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Вязать мы будем с вами за заднюю дужку этой косички. Каждый будем вязать только за заднюю дужечку. Переднюю дужечку мы не будем трогать. И будем нырять также за дальнюю дужечку и за перемычки, которые идут у столбиков, чтобы избежать лишних отверстий в полотне. Итак, сейчас нам необходимо провязать 2 столбика в следующую, получается, петлю. Ныряем прям сразу за дальнюю дужку косички, за перемычку и провязываем сюда 1 столбик, ныряем сюда же, провязываем 2 столбик. Далее переходим к следующим, также за дальнюю дужку и за перемычку. Провязываем 1 столбик и туда же 2 столбик. Следующий за дальнюю дужку, за перемычку провязываем 1 столбик, ныряем туда же, провязываем 2 столбик. Так мы связали уже, получается, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ныряем в следующую за дальнюю дужку и за перемычку. Провязываем 1 и туда же 2. Это всего у нас 8 столбиков.
Далее ныряем туда же за дальнюю дужку косички, за перемычку. Провязываем 1 и туда же второй. Это у нас 10. И остается нам последних 2 столбика. Мы ныряем за дальнюю дужку, за перемычку и провязываем 1 столбик и второй столбик туда же. Вот у нас с вами получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков, как и положено в этом ряду. Далее получается, согласно схеме, у нас в следующем ряду будет одиночный прибавка, одиночный прибавка, одиночный прибавка. Такое повторение. Начинаем ряд. Провязываем, получается, одиночный сначала столбик. Также ныряем за дальнюю дужку косички и за перемычку. Провязываем 1 столбик. Сразу вешаем на него маркер. Мы будем знать, что здесь у нас было начало нашего ряда. И продолжаем далее. У нас, получается, идет уже прибавка. Провязываем также за дальнюю дужку косички, за перемычку. Провязываем 1 столбик. И туда же второй столбик. Далее у нас опять идет с вами одиночный. Провязываем за дальнюю дужку, за перемычку 1 столбик. И далее опять прибавка. За дальнюю дужку, за перемычку провязываем 1 и туда же второй столбик. И так далее идем. Опять у нас одиночный и прибавка. 2 петельки в одну. Далее у нас опять одиночный, потом опять прибавка. Итак, мы идем с вами сейчас до конца этого ряда и повторяем 1 одиночный и прибавка. 2 петельки в одну. Далее опять одиночный и далее опять прибавка. 2 петельки в одну. Так, мы подошли с вами к концу этого ряда и переходим к вязанию следующего ряда. В четвертом нашем ряду у нас, согласно схемы, будут 2 одиночных прибавка, 2 одиночных прибавка. Итак, начиная с этого ряда, с 4-го, и все последующие ряды, мы будем каждый ряд начинать с дополнительного одиночного столбика. То есть сейчас мы, получается, с вами снимаем маркер, провязываем с вами одиночный столбик, также за дальнюю дужку и за перемычку. Провязываем и сразу вешаем на него маркер. И далее начинается наш ряд с повторениями 2 одиночных прибавка, 2 одиночных прибавка. То есть этот первый дополнительный каждый раз мы считать не будем. То есть мы провязываем сейчас с вами 2 одиночных прибавка, также вяжем за дальнюю дужку и за перемычку. Провязываем 1 столбик, далее провязываем второй столбик, и уже дальше у нас идет с вами прибавка. Мы провязываем 2 столбика в 1. Этот дополнительный столбик мы делаем для того, чтобы наши прибавки относительно прибавок предыдущего ряда смещались на 1 столбик, то есть попадали в следующий одиночный. Таким образом мы будем соблюдать с вами схему идеального круга. Наши прибавки будут смещаться, и мы избежим многоугольника. Итак, продолжаем дальше вязать 1 одиночный, второй одиночный. И дальше опять у нас идет прибавка. 2 петельки в одну. Мы так и вяжем за дальнюю дужку и за перемычку. И вот мы видим, что вот наша прибавка в этом ряду и прибавка в этом ряду сместилась в следующий свободный столбик. И так мы, получается, вяжем до конца ряда, повторяя данный раппорт. 2 одиночных и прибавка. 2 одиночных
и прибавка. 2 петельки в одну. Опять 2 одиночных и прибавка. 2 петельки в одну. Итак, нам осталось провязать последний раппорт. И мы видим, что мы сейчас вяжем 1, 1, и дальше будем попадать уже в нашу петельку, которая у нас была дополнительным столбиком. Получается, каждый наш ряд будет начинаться с этой дополнительной петельки, и заканчивать мы каждый ряд будем, провязывая именно в эту дополнительную петельку прибавку. Итак, сейчас я провяжу 1 одиночный, еще 1 одиночный. Теперь я снимаю маркер, провязываю сюда, в эту петельку, где висел маркер, прибавку, 2 петельки в одну, и провязываю сразу дополнительный одиночный столбик для следующего ряда. То есть в следующую петельку провязываем 1 дополнительный и вешаем на него сразу маркер. Итак, дальше у нас получается следующий ряд, это 5. В 5 ряду у нас с вами получается 3 одиночных и прибавка, 3 одиночных и прибавка. Также мы с вами 1 дополнительный уже связали. И дальше начинаем уже после него считать 1, 2, 3 одиночных, прибавка. И мы увидим, что наша прибавка опять сместилась после прибавки в следующую петельку. Итак, провязываем с вами за дальнюю дужку и перемычку 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. И дальше у нас идет с вами прибавка, 2 петельки в одну. Провязываем одну и туда же вторую. И вот мы опять видим, что прибавка одиночный, и эта прибавка попала в этот одиночный. И дальше мы вяжем так с вами до конца, пока не дойдем до нашей вот этой петельки, которая у нас была дополнительно в начале ряда, и делаем наше повторение: 3 одиночных, прибавка, 3 одиночных, прибавка, и там с вами увидимся. Итак, я подошла, получается, к своей последней петельке, снимаю маркер и провязываю в нее прибавку, 2 петельки в одну. Старайтесь прибавки провязывать так, чтобы сильно не оттягивались наши петельки от полотна, чтобы не было лишнего отверстия. Вот, не оттягивайте сильно их. И все, дальше мы опять вяжем после прибавки дополнительный столбик для следующего сразу ряда и вешаем на него маркер. Вот такой узор у нас с вами получается. Идет такая полосочка из этих как раз передних дужек косички. Если мы вязали просто за перемычку, тогда бы у нас была бы просто здесь узором лежачая косичка. Вот этот узор, у меня тоже есть видеоурок, прикреплю сюда ссылочку, можете найти. Ну а мы переходим к вязанию сейчас уже 6-го нашего ряда. В 6-м ряду, согласно схеме, у нас с вами будет 4 одиночных, прибавка, 4 одиночных и прибавка. Мы, получается, опять одиночный связали. И дальше у нас повторяется наш раппорт. Мы провязываем 4 одиночных, прибавка, 4 одиночных, прибавка. 1, 2, 3 и 4. И дальше у нас опять идет с вами прибавка. Провязываем 2 петельки в одну. Старайтесь вытягивать петельку и сильно не оттягивайте петельки наверх, чтобы они не растягивали заднюю дужку косички и не образовалась дырочки. Итак, я провязала 4 одиночных, прибавка, и так далее мы вяжем с вами до самого конца, 4 одиночных и прибавка. И опять можно посмотреть, что прибавка этого ряда сместилась относительно прибавки этого ряда в следующий одиночный столбик. Итак, вяжем 4 одиночных, прибавка до конца ряда. Итак, я подошла, получается, опять к своей последней петельке, снимаю
маркер, провязываю, получается, в нее свою прибавку согласно раппорта, один столбик и второй столбик. Итак, я связала прибавку. Теперь я вяжу сразу дополнительный столбик для следующего ряда и вешаю на него маркер. И далее идет следующий наш ряд. В нем, получается, у нас будет с вами уже 5 одиночных прибавка, 5 одиночных прибавка. То есть опять будет, сейчас мы с вами этот не считаем. И сразу вяжем 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. И в самом конце получается последняя прибавка этого ряда всегда будет попадать в эту первую свободный наш дополнительный столбик. Итак, предлагаю дальше связать самостоятельно нужное количество вам рядов для размера вашей салфеточки. Главное, не забывайте в начале каждого ряда делать дополнительный столбик, при этом его не считаем, только после него начинаем считать наш раппорт. Следите, чтобы ваши прибавки смещались относительно прибавок предыдущего ряда, как согласно схемы идеального круга. Вяжем мы, получается, за дальнюю дужку косички и за перемычку. Вот, главное, старайтесь в прибавках не оттягивать сильно заднюю петельку, чтобы не образовались дырочки. Все, вяжем нужное количество рядов, и там мы с вами увидимся, покажу, как будем заканчивать. Итак, я закончила свою салфеточку, связала 18 рядов, у меня получилось в диаметре 28 сантиметров. Мне сейчас осталось провязать последнюю прибавку, снимаю маркер и провязываю прибавку, 2 петельки в одну, один столбик и сюда же второй столбик. Если вдруг у вас во время вязания образовываются дырочки и не получается их избежать, то на этот случай предлагаю иголочкой, там где у вас, если видно, что появились отверстия, особенно в местах прибавок, просто с помощью иголочки подтягивать ножки столбиков в серединку, и таким образом дырочка будет ликвидироваться. Если вдруг везде где-то по полотну у вас еще вдруг возникли такие же отверстия вдруг, то их можно таким способом просто ликвидировать. Возможно, вы просто вязали и сильнее, чем надо, оттянули дужку, так что воспользуйтесь иголочкой. Итак, теперь мы будем заканчивать с вами вязание. Получается, следующим столбиком мы провязываем также за дальнюю дужку и за перемычку один столбик. Следующим, получается, мы идем на сужение сюда, провяжем соединительный столбик с накидом, делаем накид, ныряем с вами за дальнюю дужку, за перемычку, вытягиваем ниточку, и теперь вот эту ниточку необходимо протянуть через 2 петельки на крючке. Протягиваем одну и вторую. Вот что у нас получилось. Дальше необходимо связать просто соединительный столбик, то есть мы ныряем за дальнюю дужку, за перемычку, хватаем ниточку и сразу протягиваем ее через петельку на крючке. Вот таким образом у нас с вами произошло сужение нашего ряда. И теперь мы просто отрезаем ниточку. Кончик можно сразу подпалить. Далее вытягиваем его из нашей петельки и берем иголочку с большим ушком, вставляем в иголочку наш кончик и будем делать петельку имитацию. Получается, мы с вами вот эту петельку, которая идет прям сразу по ходу движения, будем ее пропускать, а цепляться будем за следующую. Иголочка, получается, вот эту пропускает петлю, а в следующую ныряет за 2 дужки косички. Утягиваем это все наизнанку, подтягиваем, и теперь у нас ниточка возвращается с вами обратно в ту петельку, откуда она выходила, и наизнанку. Все, подтягиваем это посильнее, чтобы она у нас стала одинаковой. И вот такой у нас с вами краешек здесь получается.
ряд просто сузился и ушел на сужение окончательно. А теперь, получается, нам необходимо спрятать кончики. То есть вот наша ниточка ушла наизнанку, под ножки столбиков просто ныряем и прячем ниточку. Просто вот так под ножки. И лишнее потом можно просто отрезать. Вот, и также с этим кончиком, который был здесь у нас по центру, мы тоже его, получается, прячем. Также вставляем ниточку в иголочку и просто под ножки, где будет удобно. Вот можно в первом же ряду это сделать. Можно еще немножко подтянуть, если вдруг образовалось отверстие. Можно еще один разочек. Смотрите сами, как у вас там получается. И лишнее уже тоже убрать. Он нам больше не нужен. Итак, я убрала все кончики. Вот такая салфеточка у меня получилась. Я не люблю по этому узору лишнюю обвязку, потому что она немножко как-то утяжеляет край. Поэтому ее, в принципе, можно немножко отпарить. И вот эти столбики немножко примять вот так по краю косичку, чтобы она немножко ушла назад. И, соответственно, останется здесь также одна полосочка, как и здесь во всем узоре идет. Вот, надеюсь, что у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите, всем все подскажу. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось данное видео и было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. На этом все. Пока-пока.